Думала, так реализационная труба стоит. Хотел сказать, Виталь, Всем привет! И сегодня я расскажу вам об упражнении молоток. Первое, что мы разберем, это упражнение со штангами. Штанг есть в основном два типа. Это штанга параллельного хвата, вот такая, которая чаще в залах появляется, либо что-то подобное вот этому. Но эта штанга, сразу скажу, самосклеп. Поэтому, скорее всего, у вас такой не будет, но тоже покажем. Начнем с нее. Самое главное, с чего стоит начать, это ваш хват. В таком случае, когда вы делаете подобными штангами, хват должен быть параллельный и уже, естественно, чем локти. Соответственно, вы делаете сгибы. Техника сгибания подразумевает, что ваши кисти немножко на расстоянии от тела, но локти при этом зафиксированы. Самое важное, что вы должны сделать на молотках, это продавить брахиалис. Для чего он вообще делается? Молотки делаются для того, чтобы у вас бицепс был шире на сцене, и за счет брахиалиса он выступал больше вперед, независимо даже от своего объема собственного, то есть от двух пучков, двухглавой мышцы. Соответственно, когда вы сжимаете его, вам нужно как будто бы его продавливать вверх этой же штангой весом. Почему не надо брать большой вес? Потому что, скорее всего, вы остановитесь раньше, чем можете продавить брахиалис. Брахиалис у вас находится между бицепсом и трицепсом со внешней стороны руки. Это вот здесь. Маленькая такая мышца, толщиной с палец. Но она важна. Она важна обязательно для увеличения объема рук. Так вот, делаем мы сгибание, продавливая. Опускаем до паха, поднимаем выше. Вы можете брать разными хватами. Допустим, у вас съезжают руки, слабые кисти на самый верх, и вам штанга начинает давить. Вы можете перехватываться пальцами, вы можете взять за низ. Неважно. Главное, чтобы у вас сохранилась техника, позиция кистей и не шатались локти, как и на всех сгибах. То есть нельзя забрасывать назад-вперед и нельзя прижимать локти к себе. То есть вам необходимо немного растопыривать локти между собой и сгибать при этом руку, и еще и фиксировать ее. Это достаточно сложно. Поэтому молотки в самом начале тренировок в спортзале вам вряд ли дадут. Второй вариант — это более используемая штанга. Вы можете брать ее так, чтобы штанга была сверху. Вы можете брать ее так, чтобы основной вес был снизу. Неважно. Самое главное, что ваши кисти параллельны при этом. Точно та же техника. Есть еще один тип исполнения, если у вас нету таких штанг с параллельными хватами. Вы также можете делать и с самыми обычными штангами. Это может быть жимовая штанга, это может быть маленький гриф. Неважно. Суть в чем? Вы также ставите кисти уже, чем локти, и делаете сгибание с малым грифом, хватом сверху. В частности, я заметил, что на таких грифах я больше ловлю ощущений, если же я делаю открытый хват, то есть все пальцы сверху на грифе. Если же хват закрытый, то получается, что у меня больше участвует плечелучевая мышца. Открытый хват больше концентрирует меня. Если же вашим кистям сложно, вы можете делать это изогнутым грифом, которым вы обычно делаете французский жим, либо что-то подобное. Про французский жим я расскажу вам позже, в серии плейлиста по трицепсу. То есть вы запомните, хват у вас тоже открытый, но под углом. Под углом вам держать руки будет легче. Еще один вариант исполнения молотка — делать его с гантелями. Но ваша задача в этом случае разводить руки внизу. То есть мы также параллельно ведем гантели, продавливаем брахиалис и опускаем руки вниз, ниже, чем обычно со штангой. То есть нам нужно разогнуть локоть.
И самое интересное начинается сейчас с гантелями. Есть такой момент, если вдруг вы хотите продавить брахиалис еще сильнее, ваш уровень подготовки уже средний либо выше, вы можете делать брахиалис с выворотом кистей, то есть продавить наружу-назад. То есть вы такие полумесяцы делаете по направлению нагрузки наружу. Вот этот выворот кистей позволит вам сконцентрироваться именно на продавке брахиалиса. Но это очень сложно технически поймать по ощущениям, поэтому новичкам давать этого не советую. И пробовать новичкам, естественно, на себе тоже. Еще один вариант исполнения молотка. Это движение с канатом в блоке. Нижний блок кроссовера, который все вы очень любите для сводок на грудь. Делаем такие же сгибания, как со штангой. Расстояние на канате между кистями у вас среднее. Но здесь есть одна фишка. Многие забывают, что нужно стать ближе, так, чтобы у вас трос самого блока, подключенный к канату, шел вертикально вверх. Если же я отойду далеко назад и буду делать молоток вот таким образом, нагрузка будет идти не вниз, а диагонально вперед. Соответственно, у меня она будет частично меняться. И таким образом мне будет еще сложнее поймать ощущение, концентрированное в брахиалисе. То есть вам нужно становиться ровно по расчету нагрузки вертикальной, перпендикулярно полу, по тросу. И с канатом вы делаете все то же самое, что со штангой или с гантелями. Даже можете с выворотом кисти сделать, если у вас есть длинные канаты. Длинные канаты, скорее всего, у вас в зале будут отсутствовать. Скорее всего, у вас будет черный стандартный канат. Вот такие канаты позволят вам сделать выворот кистей и все то же самое, что с гантелями. И еще один вариант. Если вдруг у вас не оказалось под рукой каната, но у вас достаточно сильные кисти, сразу скажу, девчонкам это не подойдет, скорее всего, вы можете делать это упражнение ручкой. Обычной стандартной ручкой в кроссовере, которую вы используете для сводок. Вы ее берете по бокам и делаете молот. Вот, как вы можете наблюдать, у меня трос идет вертикально вверх. Опять же, ни близко, ни далеко. Если я отойду, я уже делаю не брахиалис, а что попало.